Всем привет, народ! Пришла ко мне с Алиэкспресса вот такая точилка. Это Ruixin Pro поворотным механизмом. Вот. Значит, взял я ее на смену своей вот этой старенькой точилки. Очень хотелось именно поворотный механизм иметь. Конечно, можно было сюда докупить, он продается отдельно на Алиэкспрессе. Но решил я купить все-таки себе новую точилку. А эту, думаю, отвезу к себе на дачу, чтобы при необходимости можно было заточить что-нибудь. Вот, значит, приходит эта точилка вот в такой сумочке. Сумочка на молнии. Упаковано это было очень хорошо все. Вот в такой вот контейнер, который защитит все это дело при пересылке. Сверху к этому контейнеру была примотана вот такая коробочка с камнями. Все это было завернуто еще в защитную пленку. Внутри находятся камешки. Они там не болтались. Это все было в пупырчатую пленку завернуто и замотано скотчем. Вот. Так что пришло все целым и невредимым. Значит, камешки у нас здесь вот такие 4 штуки. Я заказывал самый бюджетный вариант, бюджетный набор этой точилки с 4 камешками. Там можно выбирать другие наборы. Вот. Но так как у меня есть уже и камни, и алмазные бруски, мне они особо были не нужны. Вот. Но это вот минимальный набор. Обошлась мне эта точилка в 1700 рублей. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, какие там есть еще наборы. Можно почитать описание, отзывы. Давайте перейдем к камням попозже, посмотрим, насколько они кривые или ровные. А сейчас посмотрим саму точилку. Удобная сумочка. На самом деле это хорошо, потому что все детали и бруски от старой точилки у меня были разбросаны по шкафу. Вот. Теперь это все можно хранить в одном месте. Вот такая есть лямочка, чтобы носить, например, вот так вот в руке. Ну ладно, давайте посмотрим, что здесь внутри у нас. Здесь есть инструкция. Все фотографии, кому интересно более подробно, я выкладываю в своей группе ВКонтакте. Ссылка на нее будет в описании. Кому интересно, подписывайтесь. Так, давайте. Кому, опять же, интересно, на паузе можно рассмотреть более подробно прямо здесь, в этом видео. Вот она вся инструкция. Так, ну здесь что-то про углы заточки. Так. Кстати, переводить сейчас можно прямо по фотографии. Так, вот, все, 9 страниц, инструкция у нас закончилась. Далее, что у нас здесь? Далее идет держатель для брусков с ручечкой. Далее сама штанга, с шарниром, на которую устанавливается сам держатель для брусков. Так, есть ключик удобный, как раз все, что надо. Здесь и крестовая отвертка, и шестигранник. Так, ну и это у нас удлинитель для вот этого держателя, для брусков, который вставляется в штангу, в шарнир. Так, это у нас ограничитель, вот сюда вот он одевается. Ну и болтик. Больше у нас здесь ничего нет. Ну вот этот болтик был вкручен вот сюда. Вот он был вкручен как заглушка. Я его уже выкрутил, просто он здесь не нужен. Ну, что сразу мне бросилось в глаза. Компания Ruixin продолжает оставлять все свои косяки в следующих версиях точилок. Абсолютно ничего не исправляет. Хотя это все очевидно и просто уже пережевано 1000 раз. По поводу шарнира. Он здесь люфтит просто ужасно. Вот посмотрите, насколько шарик ходит внутри. Там, наверное, больше миллиметра. Что мешало? Ну вот, прекрасно видно, да? Это шарнир вот у них такой. За такую цену, я не знаю, что можно найти лучше. Они, видимо, пытаются создать максимально бюджетную точилку, которую можно при желании доработать и довести до нормального состояния. Не все готовы отдавать большие деньги. Там этот профиль, сколько он стоит? 500 баксов, что ли, или еще больше. Я даже уже не помню. Это 1700 рублей. В принципе, можно пользоваться и таким шарниром, и такими камнями. Мне, кстати, вот пришла в голову идея снять видео
как заточить нож с помощью этой точилки родными камнями, самым минимальным набором камней. И без всякого улучшения самой точилки, без переделки, без смены шарнира на нормальный. Вот все как есть. Вот приходит точилка, достаешь, устанавливаешь и точишь нож. Что из этого получится? Я думаю, сниму такое видео. Вот, давайте соберем точилку и посмотрим, может быть, какие-то еще косяки здесь обнаружатся. Значит, сам держатель для брусков имеет вот такую рукоятку. Она не просто пластиковая, она еще и прорезиненная. Такое покрытие очень приятное на ощупь. Я думал, это просто простой черный пластик. Вот это простой черный пластик, а это уже рукоятка очень приятная на ощупь. Значит, ее можно крутить, вертеть как угодно. Можешь так, поэтому ее можно как-то или вот так сложить. Ну, мне вот так приятнее держать, удобней при заточке. Или вот так. Совсем никакого нажима не требуется, поэтому вот такой какой-то мощный силовой хват, не знаю, для меня неудобен. Ну, каждый точит так, как хочет, главное получить результат. Можно эту ручку перевернуть, наоборот, вниз, вот поставить вниз. Здесь есть болтик-шестигранник, который ее затягивает. Здесь у нас пружинка, которая поджимает брусок. Давайте сразу поставим и посмотрим. Так, ну вот брусок установлен, держится все прекрасно, ничего не люфтит вроде бы. Никаких вопросов, никаких проблем. Так, дальше штанга. Здесь у нас есть резьба, диаметр штанги 6 мм. Так, сейчас я закручу, не очень удобно делать перед камерой. Так, все вроде бы уперлось, резьба не вся вошла. Так, и прижимная вот такая гайка. Так, прижали. Так, люфтов вроде бы нету. Если будут люфты, вот этот болтик немножечко поджимаем и все. Этот болтик держит, прижимает вот эту вот штучку к самому вот этому бруску. Это алюминиевый брусок, его можно снять. Вот здесь он прижимается этим болтом, здесь этим болтом. Этот брусок снимается алюминиевый. Далее сам шарнир. Ну, про него я уже сказал, что он болтается люто просто. Теперь давайте установим вот эту саму станину на стол. Так, перед этим давайте посмотрим, в каком виде у нас брусочки все. Приклеено все с виду нормально. Давайте посмотрим на их ровность. Ну, более-менее ровный. Вроде бы просветов не вижу никаких. Так, давайте следующий. Тоже ровный. Так, ну здесь с левой стороны виден просвет. Виден просвет. И с правой стороны тоже небольшой просвет. Это не совсем ровный брусок попался. Так, как бы сфокусировать, чтобы было видно на камеру. Вот, видно, да? Блестит. Справа и слева, в середине прижимается. Так, и этот брусок. Ну, здесь с правой стороны немножечко есть просвет. Наверное, его видно не будет, он совсем мельчайший. Вот, видно справа так, блестит. Небольшой такой просвет. Не совсем идеально ровный, конечно. Но в следующем видео как раз именно такими брусками, без всякой их выправки, будем точить нож. Так, сейчас мы будем устанавливать точилку на стол. Но перед этим я еще не показал, как устроены сами прижимные губки. Вот, значит, здесь есть две пластины сверху и снизу. Нижняя пластина имеет вот такую выемку, в которую вставлена вот такая зажимная планка, которая при зажиме вот этих трех болтов притягивает нижнюю пластину к верхней. Также эти пластины прикручены вот такими вот болтами, 4 болтами, по 2 с двух сторон, сверху и снизу. Вот. Они тоже используются при регулировке, но в основном придется сжимать вот этими 3 болтами. Ну и сам поворотный механизм выглядит вот таким образом. Здесь внутри установлена пружина, мы оттягиваем, переворачиваем и обратно пружина сама затягивает внутрь. Если открутить этот болтик, можно все это разобрать. Так, ну давайте все-таки разберем механизм. Покажу я, из-за чего происходит весь этот люфт. Хоть он и незначительный, но все равно очень неприятно. Значит, люфт происходит
из-за того, что вот эта задняя часть по диаметру немного меньше, чем диаметр самого вот этой трубы, в которую она вставлена. Видно будет вот вверх-вниз, вот она елозит, и вправо-влево точно так же. Диаметр просто здесь поменьше. Люфт можно устранить. В общем-то, здесь пружинка. Осторожнее надо смотреть, чтобы эта штука не вылетела. Она в масле, поэтому нужно подложить что-то. Так, вот она в масле вся, чтобы лучше ходило видно. Не знаю, разве это так трудно подогнать диаметр? Так, пружинка у нас тоже в масле вся. Так, и вот что мы здесь видим. Вот такой шток, он весь тоже в масле. И вот этот цилиндр, трубка, в которую все это вставляется. Значит, диаметр штока 10 миллиметров, диаметр цилиндра 15 миллиметров. Значит, вот эта бабышка должна быть тоже 15 миллиметров. Нет, можно, конечно, вставить сюда шайбы, пластиковые шайбы, что я, наверное, попробую сделать в следующий раз, когда буду показывать устранение люфта в шарнире. Вот, просто вот так. Шток у нас идет вот так. Вот он, шток внутри. И чтобы он не болтался в начало штока и вот здесь в самом конце штока я вставлю какие-нибудь пластиковые шайбы. Надеюсь, длины его хватит, чтобы не обрезать пружину. Вот здесь шайбочку и вот здесь. И он должен будет уже по идее не болтаться внутри. Да и шток тоже не идеально ровный, не идеально круглый. Вот здесь какой-то срез идет, как будто сточили, плоскость такую сделали. Здесь тоже плоскость выточена. И вот здесь какой-то штамп от литья, наверное. Вот. Ну, в общем, будем пробовать. По идее, люфт устранить можно. Так, ну, собирается все в обратном порядке. Ну, а вот этот болтик, который, я сказал, был как заглушка вот здесь вот, он на самом деле идет, наверное, скорее всего, как запасной болтик. Вот, потому что он точно такой же, как вот эти 3 болта. Так что это болтик запасной. Давайте устанавливать точилку на стол. Так, все держится. Все работает. Далее устанавливаем вот эту вот штангу. Так, штангу закрутили. Здесь можно поджать барашеком. Немножко он, барашек, цепляется вот за этот цилиндр, так назовем его. Так, штанга зафиксирована. Теперь дело за самим шарниром. Значит, шарнир фиксируется вот этим зажимным винтом. Фиксируется, я так скажу, он не очень крепко. У вас просто не хватит сил и пальцев, чтобы закрутить его настолько, чтобы вот этот шарнир нельзя было провернуть. Возможно, во время заточки штангой он не свернется, но очень легко он крутится, грубо говоря. Вот, поэтому лучше использовать какие-то пассатижи, немножечко его вот так раз поджал, и после этого он уже никуда не денется. Он уже стоит здесь хорошо довольно. Конечно, я могу сейчас его свернуть, но он стоит очень крепко, уже никаким образом он не сдвинется. Это уже точно ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево во время заточки. Также здесь есть вот такой поджимной механизм, скажем так, который можно снизу под этот шарнир подставить и закрутить так, чтобы он не давал шарниру в случае чего съехать вниз. Уже гарантированно. Идем далее. Берем штангу, которую мы уже собрали. Штангу с держателем для камней. Вставляем ее в шарнир. Сама штанга в шарнире, вот в шарике, она просто впритык, а там никакого люфта нет. Люфтит только сам шар. Кстати, я уже заказал с Алиэкспресса другой шарнир. В следующем видео я также покажу, как его заменить. И также покажу, как сам вот этот родной шарнир немножечко улучшить, чтобы он так сильно не люфтил. Так, ну вот, в общем-то, и все. Точилка в сборе. Готова полностью к работе. Устанавливаем камешек. И можно точить нож. Шарик во время движения, конечно, скачет туда-сюда.
Да, кстати, еще одна деталь у нас осталась. Это вот такой ограничитель, который одевается вот здесь вот, на конец этой штанги, для того, чтобы просто не дать ей вот так вот выскочить во время заточки. Кому-то он нужен, кому-то нет, я не знаю. В принципе, вещь иногда бывает полезная, потому что штанга может выскочить и камень ударит о режущую кромку, может ее немного повредить. Вот, в общем-то, и все. Все детали вроде бы показал, косяки рассказал. Ну, какие здесь косяки? Косяки, собственно, здесь только один косяк, это этот шарнир. Ну, грубо говоря. Конечно же, есть небольшой люфт вот этой платформы. Она... Так, это люфтят у нас губки. Давайте я их закручу, чтобы они лишние не давали. Люфт небольшой вот этой вот части, вот в этой части присутствует. Но он небольшой совсем, я думаю, на результат заточки это никак не повлияет. Так что на этот люфт я даже не буду обращать внимания. Но если сильно давить вниз, то это у меня уже стол немного пружинит. Поэтому насчет этого люфта я... Ну, не буду я придираться. Точилка максимально бюджетная. Вот. И на результате, я думаю, это не скажется. Также я еще заметил, собственно, как и на прошлой версии точилки, что камень не полностью работает по режущей кромке. Если зажать сюда нож, конечно, нож будет выступать, допустим, вот до половины. Но все равно как-то неприятно, что здесь уже мы утыкаемся в шарнир. Почему бы не вынести вот эту вот штангу немного подальше? Точно так же на прошлой версии точилки я выносил эту штангу чуть подальше, чтобы можно было делать более такие движения длинные, скажем так, и камень ходил полностью по режущей кромке. Но это я в следующем видео покажу, когда будем менять шарнир. Вынести, в принципе, здесь большого труда не составляет эту штангу чуть дальше. Давайте сейчас зажмем сюда нож, посмотрим, меняется ли угол при повороте. При повороте вот этих губок с ножом, меняется ли угол или он остается неизменным. Но если меняется, то на сколько примерно градусов? Потому что на Алиэкспрессе в отзывах я читал, что у людей угол меняется очень сильно. Возможно, они криво зажимают нож, я не знаю. Давайте сейчас наглядно посмотрим. Я возьму даже для этого сразу нож с такой, можно сказать, сложной геометрией для точилки. Но это ганзовский нож с Алиэкспресса. Спуски здесь идут от обуху, поэтому это не ровная пластина, которую легко зажать. Здесь идет на конус, скажем так, сужение от обуха к низу. Плюс здесь идет сужение еще и к кончику. Плавное сужение. То есть он неровный во всех, скажем так, плоскостях. Давайте попробуем его зажать. И уже посмотрим, какой угол будет. Так, нож мы зажали. Я старался зажать так, чтобы он оказался посередине, чтобы губки, скажем так, обхватили этот конус весь. Вот такой вот. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, ну поставим по центральному винту, будем смотреть. Поставим вот таким образом. Так, где мой угломер? Вот такой у меня угломер. Я его заказывал с Алиэкспресса. Можно, конечно, мерить угол с помощью мобильного телефона. Есть приложение угломер. Его прикладываешь, и он показывает то же самое. Ну, просто это удобней. Он не так дорого стоит. Так, вот на этой части мы измерим сначала угол, относительно которого будем уже мерить. Так, сбрасываем. Сбросили на 0. Конечно, это не обязательно сейчас делать. Я не буду ничего затачивать. Нам просто нужно посмотреть, будут ли меняться цифры при перевороте. А какой здесь точно угол-то, это не важно. Так, давайте поставим, допустим, вот к самому низу. Так, и угломер у нас показывается ровно 22 градуса. О, как ровно попали. Теперь переворачиваем. Так, перевернули, ставим также по центральному винту. И ставим угломер. Так, ну и что мы видим? 21,8. Ну, 0,2 градуса, я думаю, это ерунда. У людей там чуть ли не по 4 градуса разница была. И все дело в том, что люди просто неровно зажимают нож, не тратят время на то, чтобы его хорошо зажать ровно. Вот.
Так, ну на самом кончике там уже идет закругление. Ой, поэтому немного пошло изменение угла. Так, еще что мне, какая идея пришла в голову. Давайте посмотрим, меняется ли как-то угол. Так, что-то у меня сбилось, упал угломер. Давайте я его просто обнулю. Нам не важно, какой здесь угол на самом деле. Так, вот он стоит на нуле. Хочу подвигать этот шарик и посмотреть, будет ли меняться угол. Все-таки, когда мы двигаем при заточке, шарик у нас туда-сюда елозит. Насколько это критично. Так, двинул я его на себя 0,3 в плюс. Двинул я его от себя. Вернулось на 0 обратно. Так, на себя. И от себя. Ну вот, 0,3 градуса разница при люфте шарика туда-сюда. Назад-вперед. Вот, вперед. Плюс 0,3, 0,2, 0,3. А от себя обратно возвращается на 0. Вот такая разница при люфте этого шарика. Получается, вверх-вниз он не елозит. Я пытался его двигать, это там совсем незначительно. Вот такие дела. Вроде бы показал все, что здесь можно. Я думаю, замену шарнира в следующем видео посмотрим. Ну и также заточим нож родными брусками без переделки точилки. Так, ну что ж, на этом, я думаю, все, народ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Все это очень сильно поможет развитию канала, любая активность под этим видео. Ссылку на точилку я оставлю в описании под видео, также на этот угломер. Все, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале, и все ссылки, как обычно, в описании под видео.